Что, если смерть — это не конец, а всего лишь дверь в другое состояние, полное тишины, света и необъяснимой ясности? Сегодня вы услышите историю, которая изменила представление тысяч людей по всему миру. Это не выдумка, не художественный фильм и не философская теория. Это реальный опыт, пережитый человеком, которого врачи признали мертвым. В декабре 1943 года молодой солдат Джордж Ричи умер. Его сердце не билось 9 минут. Но потом он вернулся. И рассказал о 4 мирах, которые увидел по ту сторону жизни. Мире тьмы и страха. Мире знаний и понимания. Храме великого разума. И пространстве, где царит безусловная любовь. В этом видео не просто рассказ. Это путешествие. И, возможно, оно изменит не только ваше представление о смерти, но и о самой жизни. Что, если смерть не точка, а запятая? Что, если клиническая смерть — это лишь тонкий занавес между двумя актами одной и той же пьесы? Именно это утверждает человек, который лично пересек эту границу, чтобы потом вернуться и рассказать свою историю. Его зовут Джордж Ричи. Ему было всего 20 лет, когда он покинул этот мир, а спустя 9 минут вернулся обратно. Не как герой, не как свидетель, а как человек, побывавший в мирах, о существовании которых никто не догадывался. Декабрь 1943 года. Разгар Второй мировой войны. Джордж Ричи, молодой солдат, только начинавший службу. Его отправили на юг США в военный госпиталь. Диагноз – тяжелое двустороннее воспаление легких. Состояние – критическое. В то время антибиотиков, вроде пенициллина, еще не было в свободном доступе. Простая пневмония означала смертный приговор. Ричи терял силы. Температура поднималась, сознание рассыпалось на куски, дыхание становилось мучением. Он пытался удержаться за жизнь, но его тело отказывалось бороться. В полночь он потерял сознание. Через несколько минут его сердце остановилось. Медицинский протокол — ровно 9 минут без сердцебиения. Врач зафиксировал смерть. Джорджа накрыли простыней. Все ушли. Именно тогда началось нечто странное. Он открыл глаза, но не физические. Его сознание оказалось в вертикальном положении, он смотрел на свою кровать сверху. Он видел врачей, сестер, свои неподвижные руки. Он не понимал, что происходит. Он чувствовал себя живым. Слишком живым. Он попытался заговорить. Но никто не слышал. Он пошел к двери и прошел сквозь нее. Паника не пришла. Было только удивление. Пространство стало проницаемым, стены перестали быть препятствием. Он прошел по коридору, искал кого-то, кто его узнает. Но лица были пусты. Люди не замечали его. Его руки не отбрасывали тень. Он двигался, словно сквозь сны. Вскоре он понял, что не чувствует тела. Только сознание. Только мысль. В тот момент он не осознавал, что мертв. Просто думал, что болен. Или спит. Или попал в какое-то странное измерение. Он не видел тоннеля. Не слышал голоса. Только ощущение парения и нереальности происходящего. И в какой-то момент мгновенный скачок. Он оказался за пределами госпиталя. На улице. Воздух был плотный, вязкий, но не земной. Вокруг — туман. Внутри — тревога. Он видел город, но он был пуст. Время словно остановилось. И тогда в его сознании впервые прозвучала мысль «он умер». Не метафора, не философская «умер». А буквально. Его сердце остановилось. Его тело осталось в госпитале. Он — нечто иное. От этой мысли стало холодно. Холоднее, чем любая боль. Потому что с этим осознанием пришел ужас.
неизвестность. Одинокое путешествие сквозь пустоту. Но перед тем, как страх полностью его поглотил, нечто изменилось. Пространство перед ним озарилось светом. Этот свет не имел формы, но он был живым. Он не был белым, желтым или синим, он был за пределами цвета. Это было сознание. Это было присутствие. Оно не говорило словами, но Джордж понимал. Он ощущал спокойствие, тепло, абсолютную ясность. Свет наблюдал его. Свет знал его. Это было первое прикосновение к иному миру. Миру, где время и пространство не имели значения. Но этот контакт длился недолго. Врач, случайно вернувшийся, решил попробовать последнюю попытку, реанимацию. Простейшие манипуляции. И спустя 9 минут сердце Ричи забилось. Он вернулся. Вернулся не в прежнюю реальность, а в тело. Тяжелое, мокрое, болезненное. Но уже другое. Потому что сознание его было иным. Он знал, он был там. Он видел. Но главное было впереди. С тех пор он прожил долгую жизнь. Служил врачом, преподавал, писал книги. Но самое главное, он рассказал об этих 9 минутах. Он описал путешествие по 4 мирам, которых не знал ни один философ. Это был не сон. Не галлюцинация. Не игра умирающего мозга. Это была реальность. Странная, пугающая, прекрасная. Это был опыт, ради которого, по его словам, стоило умереть. Сегодня, спустя десятилетия, его случай изучают медики, философы, священники. Потому что в нем нет банальностей. В нем глубокий, неудобный, абсолютно непостижимый опыт. Опыт, который подтверждает, смерть — это только начало. И это лишь первый шаг в пространстве, которое ждет каждого из нас. За гранью, которую Джордж Ричи пересек в декабре 1943 года, он увидел не один мир, а 4 совершенно разных реальности, каждая из которых несла особое послание. Никто до него не описывал ничего подобного. Это были не фантазии, не галлюцинации, а реальные, осязаемые пространства, которые существовали за пределами привычного понимания. Эти 4 мира были настолько четкими, настолько живыми и подробными, что Ричи позже рассказывал о них как о более реальных, чем сама жизнь. Никогда прежде и никогда после он не чувствовал себя таким настоящим, как в эти 9 минут за чертой смерти. Каждый мир открывался последовательно, один за другим, словно проводя его через этапы осознания истины, спрятанной за обычными человеческими представлениями о жизни и смерти. Первый мир, который Ричи увидел, был наполнен страхом и ненавистью. Он описывал его как место, где царило отчаяние, где души, полные гнева и обиды, продолжали бессмысленно существовать, неспособные отпустить свои земные страсти и переживания. Они метались, вечно ссорились, кричали друг на друга, но никто никого не слышал. Это было пространство абсолютной беспомощности, в котором боль и ненависть становились смыслом существования. Здесь он почувствовал, что негативные эмоции не исчезают со смертью тела, а наоборот, усиливаются и поглощают душу целиком, становясь настоящей тюрьмой для сознания. Каждый, кто оказывался там, был заперт в собственных иллюзиях и бесконечной внутренней борьбе. Эти души не видели свет, не чувствовали освобождения, они были погружены в бесконечную тьму собственных заблуждений и ненависти. Второй мир, куда он был перенесен, Ричи называл миром знаний. Здесь было иначе, полное спокойствие, абсолютная ясность и способность видеть и понимать все. Это пространство было наполнено душами, занятыми изучением законов Вселенной, погруженными в знания, которые на Земле казались невозможными и недоступными. Все здесь было пропитано мудростью, гармонией и непрерывным обучением. Существа этого мира были полностью свободны от эмоций, страданий и конфликтов, они существовали исключительно ради познания высшей истины. Джордж Ричи осознал, что знание — это не просто информация, а живой поток энергии, в который душа может полностью погрузиться, забыв обо всем земном.
Здесь он понял, что каждая мысль, каждый вопрос мгновенно обретает ответ, и это было бесконечно прекрасное, но холодное пространство, лишенное чувств и эмоций. Следующий, третий мир, был храмом разума, удивительным местом, похожим на огромный храм, сотканный из чистого света и абсолютного покоя. Это был мир, где души объединялись в одно гигантское сознание, способное творить, созидать и понимать суть вещей. Здесь он почувствовал единство со всеми, кто когда-либо жил и умер. Он ощутил, как все души переплетаются в едином потоке сознания, как мысли перетекают друг в друга, создавая единую картину бытия. В этом измерении не существовало ни одиночества, ни страха, ни беспокойства, только глубокая осознанность и абсолютное понимание того, что жизнь есть нечто гораздо большее, чем просто физическое существование. Здесь он понял, насколько мелочными и ничтожными были его земные заботы, тревоги и конфликты по сравнению с этим величественным сознанием единства. Четвертое и последнее место стало самым важным и поразительным для Джорджа. Он описывал его как мир абсолютной любви и покоя, не похожий ни на одно другое пространство, увиденное им ранее. В этом месте не было ничего материального, только бесконечный океан света и любви, пронизывающий каждую частичку сознания. Здесь он ощутил, как его душа растворяется в безусловном принятии и глубоком понимании того, что смысл всего существования заключается именно в любви и прощении. Это был не просто мир, а настоящее сердце Вселенной, где душа наконец могла найти абсолютное успокоение и освобождение от любых страданий и тревог. Здесь не было никаких вопросов, никаких сомнений, только ясность и невероятная, всепоглощающая любовь, от которой невозможно было скрыться, и которая проникала в самые глубины его существа. Каждый из этих миров показывал Джорджу Ричи важную часть реальности, о которой на Земле предпочитают молчать. Первый мир говорил о том, к чему приводит ненависть и страх, второй — о силе знания и мудрости, третий открывал единство всех душ, а четвертый показывал, что в конечном счете все сводится к любви. Эти 4 измерения стали не просто опытом, они превратились в откровение, навсегда изменившие его взгляд на мир. После этого путешествия Джордж Ричи уже никогда не был прежним. Он вернулся с пониманием того, что каждая секунда жизни имеет значение, каждая эмоция влияет на то, куда человек попадет после ухода из тела. Это путешествие стало важнейшим событием его жизни, повлияв на всех, кто слышал его историю. Эти 4 мира до сих пор обсуждают психологи, ученые и духовные лидеры по всему миру. Ведь это единственное столь подробное и детальное свидетельство о том, что происходит после смерти. И оно до сих пор остается неоспоримым доказательством существования иных реальностей, которые находятся совсем рядом, за тонкой гранью человеческого сознания. Джордж Ричи не только прошел через 4 непостижимых измерения, но и пережил встречу с неким существом, природу которого невозможно было объяснить земными понятиями. Эта встреча стала кульминацией его путешествия за пределами жизни и смерти. Никакие из ранее увиденных миров не произвели на него столь мощного впечатления, как это яркое и чистое присутствие, наполненное невероятной силой и глубокой мудростью. Существо появилось перед ним внезапно, без предупреждения, и при этом его появление было настолько естественным и ожидаемым, словно сама реальность стремилась к этому моменту. Оно возникло не в образе привычного человека, не в виде ангела или духа, а в форме огромного, сияющего света, пронизывающего все пространство вокруг. Свет этот был живым, разумным, способным мгновенно проникать в самые тайные уголки сознания, видеть все, что Джордж когда-либо думал, говорил или чувствовал за всю его жизнь. В присутствии этого существа Ричи ощутил себя абсолютно прозрачным, будто его сознание стало открытой книгой, страницы которой можно легко и мгновенно прочесть. Первое, что он понял в этот момент, перед ним находится нечто гораздо большее, чем любая известная человеку форма жизни. Свет был не просто существом, это была сама суть бытия, сама сущность существования, заключенная в бесконечном сознании и мудрости. Внутри него ощущалась абсолютная чистота, отсутствие какого-либо осуждения или обвинения, но при этом полная ясность и понимание всего того, что было сокрыто в душе Джорджа.
Он почувствовал себя не просто изучаемым или исследуемым, а глубоко принятым, понятым до мельчайших деталей, включая те поступки и мысли, за которые он сам испытывал чувство стыда и вины. И эта открытость, эта безграничная честность и прозрачность сознания стали для него не испытанием, а невероятным облегчением. Он впервые за всю жизнь почувствовал, что может быть полностью собой, не пытаясь скрывать или искажать что-либо из своей внутренней сущности. Свет видел каждое мгновение его прошлого, каждую мысль, каждое чувство, но не проявлял никакого недовольства или осуждения, лишь мягко и внимательно наблюдая за ним. Затем произошло нечто совершенно уникальное, существо начало демонстрировать ему сцены из его жизни. Эти сцены не были просто воспоминаниями, это была полная реконструкция событий, которые он переживал снова, но теперь он видел их совершенно иначе. Он видел себя со стороны, видел каждую ситуацию глазами других людей, ощущая их чувства, мысли, переживания. Он почувствовал боль, причиненную другим его словами и поступками, почувствовал радость и облегчение, которые могли принести его поддержка и доброе дело. Эта демонстрация жизни не была простым перечислением поступков, она была глубоким и осознанным переосмыслением всего того, что казалось ему ранее незначительным или забытым. Каждое событие обрело совершенно новое значение, став частью единой, огромной картины его существования, вписанной в жизнь всех людей, с которыми он когда-либо пересекался. Джордж ощутил, насколько тесно переплетены все жизни на Земле, когда же самый мелкий поступок может вызвать цепную реакцию последствий, уходящих далеко за пределы личного опыта. Но самым важным моментом этой встречи стал вопрос, заданный существом света. Один единственный вопрос, который прозвучал не словами, а проник в сознание Джорджа с абсолютной ясностью и глубиной. Существо спросило его, что ты сделал со своей жизнью, чтобы показать мне? Этот вопрос не звучал как обвинение или критика, он был предложением взглянуть на собственную жизнь совершенно по-другому, не как на простое существование, а как на осознанное путешествие, наполненное смыслом и значением, имеющее конечную цель и предназначение. Джордж впервые осознал, что жизнь — это не просто последовательность случайных событий, а четко структурированная возможность, данная каждому человеку для чего-то большего, чем простое выживание или достижение материального успеха. Он увидел свою жизнь с новой, глубокой перспективой, осознав, как мало он по-настоящему сделал, чтобы использовать данную ему возможность полностью. Этот вопрос навсегда изменил его отношение к жизни. С тех пор Джордж больше никогда не воспринимал существование так, как раньше. Каждый день, каждую минуту он стремился прожить так, чтобы иметь что показать существу света, если ему вновь придется встретиться с ним. Он понял, что смысл его пребывания на земле заключается не в том, чтобы просто быть хорошим человеком, а в том, чтобы постоянно осознавать и помнить о связи всех душ и жизни между собой, о том, как важно каждое действие, каждая мысль и слово. Джордж стал жить осознанно, помогая другим людям находить свой собственный смысл и предназначение, потому что он осознал важность того, что именно эта взаимосвязь, это чувство единения с другими людьми и является настоящим предназначением человека на Земле. После возвращения в физическое тело Джордж Ричи прожил долгую жизнь, посвятив ее помощи другим, работе врачом и писательству, стремясь донести до людей свое послание о том, что смерть не является концом, а всего лишь переходом, моментом осознания истинной сущности существования. Он рассказывал свою историю тысячам людей, и она неизменно вызывала глубокий отклик, заставляя задуматься о том, как они сами проживают свои жизни. Со временем его рассказ стал важным доказательством существования жизни после смерти, заставляя ученых и философов пересмотреть многие устоявшиеся представления о природе сознания и человеческой души. Опыт Джорджа Ричи стал одним из самых изученных и документированных случаев клинической смерти в истории, оставаясь предметом дискуссий и исследований по сей день, потому что его переживания были не просто описанием странного сна или галлюцинаций, а настоящим откровением, несущим глубокий смысл и универсальное послание. Его история продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру, напоминая о том, что жизнь гораздо шире и глубже, чем кажется на первый взгляд.
И именно этот опыт является важнейшим напоминанием каждому человеку, что самое важное в жизни — это любовь, единение и осознание глубинной связи всех существ во Вселенной.